Всех приветствую на канале, и сегодня я вам хочу показать способ, как избавиться от закручивания лицевой глади. Способ очень аккуратный, и лицевая гладь полностью перестает подкручиваться. Чтобы лицевая гладь не подкручивалась, нужно по-особому провязать третий ряд лицевой глади. Я набрала петли способом, который является зеркальным классическому. На канале есть мастер-класс на такой способ набора петель, ссылка будет в описании под видео. Я провязала 2 ряда, один лицевой и один изнаночный. Сейчас идет третий ряд, он лицевой, и вязать его будем по-особому. Смотрите, если мы повернем изнаночной стороной, то мы увидим вот петля изнаночная, которая у меня сейчас на спице. Вот она, эта перемычка, и снизу вот изнаночная петля от предыдущего первого ряда. Смотрите, что мы делаем. Кромочную снимаем. Я петлю на спице вот таким образом поворачиваю, чтобы она была классической. То есть, если вы вяжете классическими петлями, то вам ничего поворачивать не нужно. Держу полотно изнаночной стороной к себе. Вот перемычка от изнаночной петли, которая на спице. Я беру перемычку ниже, то есть изнаночную петлю предыдущего ряда, подхватываем ее и накидываю на спицу. И теперь перемычку и петлю должна провязать вместе лицевой за переднюю стенку. Опять же, следующая лицевая петля, поверну ее, поворачиваю все изнаночной стороной. Раз изнаночная петля, вот она вторая, то есть изнаночная петля из первого ряда. Я ее подхватываю и накидываю на спицу. И вяжу вместе 2 петли лицевой за переднюю стенку. И таким образом провязываю весь ряд до конца. С последней петлей работаю точно так же. И осталась кромочная петля. Ее можно вязать или лицевой, или изнаночной, как вам удобно. Все, и дальше вы вяжете уже обычную лицевую гладь. Я провязала несколько рядов лицевой гладью. Посмотрите, как аккуратно выглядит наборный край. И лицевая гладь не закручивается. Точно таким же способом можно и закрыть петли, тогда край тоже не будет закручиваться. Я снимаю кромочную петлю, поворачиваю петельку, так как я вяжу бабушкиными, не классическими. На изнаночную сторону выхожу, вот у меня петля на спице, следующую подхватываю. Все выполняю точно так же. Вяжу 2 вместе. И теперь первую петлю просто накидываю на провязанную. Следующая петля точно так же повернула петлю. Потом перехожу на изнаночную сторону, подхватываю петельку, накидываю на спицу, провязываю 2 вместе. Первую петлю накидываю на провязанную. И таким образом до конца ряда. При таком закрывании петель вы получите вот такой вот край с косичкой. Если вы хотите получить край, который имитирует наборный, то вы просто последний ряд своего изделия провязываете так, как мы вот здесь вот провязывали третий ряд, и закрываете все петельки назад иголкой. Как закрывается назад иголкой, на моем канале уже есть видео, ссылку оставлю в описании, можете перейти посмотреть. У меня на этом все. До скорых встреч. Пока!